Время от времени мы отвлекаемся на различные футбольные симуляторы, и сейчас я говорю даже не про FK24. eFootball и FK мы выносим за скобки. Речь, как правило, мы ведем о той же UFL, которая активно разрабатывается, или обсуждаем слухи, которые касаются возможного футбольного симулятора от 2K. Как раз таки нечто подобным мы не так давно и занимались. Но на фоне всего этого и учитывая нынешнюю обстановку, у нас заговорили о том, чтобы создать свой аналог футбольного симулятора. И в сегодняшнем ролике предлагаю все это дело обсудить поподробнее, насколько это реально, в целом попытаться разобраться, действительно ли ведется разработка, или это просто громкие заявления. Как бы то ни было, устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, а канал подпиской и колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. И для начала давайте разберемся, с чего же все началось, почему такие разговоры вообще начались и откуда в СМИ подхватили эти инфоповоды. А началось все с того, что Андрей Аршавин внезапно предложил создать аналог российской FIFA, заявив, что отсутствие российских команд в обоих футбольных симуляторах, будь то в FK24 или в eFootball, негативно сказывается на любителях футбола. В частности, Андрей Сергеевич сказал: «Считаю верным, чтобы появился наш футбольный симулятор, в котором наши ребята смогут играть за свою национальную сборную. Команды РПЛ, сборной регионов, поскольку в иностранных аналогах такой возможности нет. Я считаю, что это сохранит интерес к футболу, так как многие ребята сейчас живут в виртуальном мире». Стоит отметить, что экс-футболист поделился этой мыслью не на ровном месте, не просто так, а на фоне проходящего сейчас в Казани киберспортивного ивента «Игры будущего». И слово за слово, и как-то вот такая мысль у него и появилась. Однако позже он дополнил свои слова. «По-моему, идея отечественной FIFA давно витает в воздухе. Какая-то часть работы вроде как в этом направлении ведется. Не знаю, что получится с отечественным аналогом футбольного симулятора, но надеюсь, что будет хорошо». То есть Аршавин не только предложил в целом разработать подобный аналог, но еще и косвенно подтвердил, что якобы разработка ведется, но в лишний раз попросил, скажем так, поддержку сверху. И стоит ли говорить, что после таких заявлений слова Аршавина просто разбежались по всевозможным СМИ, группам ВКонтакте, в том числе и по футбольным группам, и эту небольшую тенденцию, естественно, подхватили. После чего заявление Аршавина прокомментировал глава Всероссийской Федерации фиджитал спорта, а именно Никита Нагорный. Конкретно цитата не приводится, но говорится, что он сообщил ТАСС о разработке российского футсима. По его словам, ею занимается «Газпром», а создание игры продлится не 1 год. Доподлинно нам неизвестно, действительно ли ведется разработка футбольного симулятора, и если да, то на какой стадии и как давно она началась. Если, конечно, опираться на ранее сказанные слова, то, наверное, действительно разработка идет. Правда, два оставшихся вопроса это все еще не отменяет. Как давно началась разработка, в какой стадии она протекает и в целом, что от этого ожидать. Но даже если выход российского футбольного симулятора вполне реален, тем не менее возникает все еще немало вопросов. Кто будет разрабатывать этот футсим? Не ребята же, которые отвечают конкретно за газ. Очевидно, что Газпром финансирует все это дело. И после обращения Аршавина, скажем так, поддержать данную инициативу, и мы как раз таки и посоветовали обратиться к главе Газпрома, а в частности Миллеру, что уже говорит о том, что если эта инициатива будет действительно разрабатываться, то с финансовой точки зрения проблем не должно быть. Проблема возникает разве что с разработчиками. Если честно, я не могу назвать ни одну российскую студию, которая бы разработала плюс-минус AAA игру. Что уж там говорить про какие-то спортивные симуляторы. Хотя, кто знает, возможно, после релиза той же Смуты наш отечественный геймдев поднимется с колен, и мы действительно увидим какой-то полноценный аналог футбольного симулятора. Как бы то ни было, очевидная мысль проскочила и в словах главы Федерации фиджитал спорта, то, что разработка продлится не 1 год, и пример UFL это прекрасно подтверждает. Но как бы то ни было, если в будущем появится конкретика, хотя бы хоть какой-то тизер, я уж не говорю трейлер, я уж не говорю какие-то скриншоты, хотя бы небольшой тизер, то это будет крайне интересно. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Насколько реален подобный симулятор, по вашему мнению, и как долго нам с вами придется его ждать? Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Ну а у меня же на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр и вашу активность. До встречи в следующих видео. Всем пока.